Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами изучаем глагол настоящее время. Давайте начнем. В русском языке есть две группы глаголов. Первая группа и вторая группа. В русском языке мы называем это спряжением. Глагол думать, инфинитив. Инфинитив имеет окончание «т», как to в английском языке. Первая группа – это глаголы, где повторяется буква «е». Ешь, ед, ем, ете. Давайте образуем глагол «думать» по лицу и числу. Например, я думаю, ты думаешь, он думает, мы думаем, вы думаете, они думают. Вторая группа глаголов, где повторяется буква «и». Иш, ит, им, ите. Глагол говорить to speak. Давайте образуем. Я говорю, ты говоришь, он, она, оно говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Итак, в настоящем времени мы имеем окончание для первой группы и для второй группы. Вторая группа имеет окончание «ить» в инфинитиве, а первая группа – все остальные – ать, ять, уть, еть. Обратите внимание, что единственное число первого лица имеет окончание «ю», «у», а третье лицо множественного окончания «ут», «ют». Во второй группе первое лицо также имеет в единственном числе форму «ую», а во множественном числе «ат», «ят» – множественное число третьего лица. Когда мы используем это время, когда действие происходит в момент речи. Сейчас, например, во время диалога. Что ты делаешь сейчас? Я работаю. А ты? Я отдыхаю. Действие происходит регулярно, каждый день, каждый месяц, каждый год, обычно. Я каждый год отдыхаю на море. Мы обычно покупаем продукты в магазине. И третий случай, когда действие происходит всегда, никогда, постоянно. Солнце всегда встает на востоке, он всегда много читает, а он никогда не отдыхает. Итак, здесь вы можете посмотреть примеры глагола «читать» и «писать». Это группа глаголов первого спряжения. Я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Писать. Я пишу, ты пишешь, он пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут. И глаголы второго спряжения, второй группы. Говорить, курить, окончание «ить». Я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Я курю, ты куришь, он курит, мы курим, вы курите, они курят. В русском языке есть много исключений. И два глагола исключения. В них окончание «ать», «еть», но
эти глаголы изменяются по форме второй группы. Например, слышать, смотреть. Давайте сделаем их в разных числах и лицах. Я слышу, ты слышишь, он слышит, мы слышим, вы слышите, они слышат. Смотреть. Я смотрю, ты смотришь, он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. Ударение в глаголе может иметь разную позицию. Например, в глаголе «смотреть» я смотрю, а дальше мы говорим о смотришь, смотрим, смотрите, смотрят. Итак, на этом слайде вы можете сделать упражнение, нажать на паузу и после послушать ответы. Итак, давайте начнем. Я гуляю много в парке. Он думает о доме. Мы смотрим фильм. Ты мало отдыхаешь. Она не курит. Вы слышите меня? Они помнят, какой сегодня день? Оно понимает русский язык? Я слушаю музыку. Анна играет в парке. Антон плавает в бассейне. Вы изучаете русский язык? Дорогие студенты, вы можете подписаться на этот канал, а также на мой телеграм-канал, где вы можете скачать PDF-формат этой презентации, а также узнать много нового и интересного. Спасибо, что сегодня были со мной, и до встречи. Пока.